Привет, Хелен! Сегодня видео в стиле travel show. Пробы на случай, если будешь искать, кто пройдет, как Суворов, через Альпы. Путь от вокзала до летного училища. Вдруг кому-то из абитуриентов придется добираться ночью. Хотел снять путь, на котором 10 пуль вам грозят, 10 шпаг, но почти никого не встретил. Зато взял интервью. Иду в авиагородок. На сайте летного училища сказано, чтобы проследовать в авиагородок, нужно доехать на поезде до железнодорожного вокзала города Сасово. И затем порядка 30 метров пройти до автобусной остановки. От нее на автобусе 13, 113 или 114 проследовать в авиагородок. Итак, в путь. Железнодорожный вокзал и счастливые обитатели. Стоят маршрутки, но мы пойдем другим путем. Площадь Ленина где-то в 300 метрах от железнодорожного вокзала. Там сзади краеведческий музей, и нужно пройти вот туда. Где-то там должен быть указатель пути в авиагородок. Вот это. Летное училище гражданской авиации. 5000 метров. Направление есть. Идем. Дорога пусть и не из желтого кирпича, но, надеюсь, приведет туда, куда надо. А по пути посмотрим, что попадется. Первый ориентир – дом отца Постникова. Самое печальное здание города Сасово. И не потому, что оно в готическом стиле, а потому, что давно без ремонта. Говорят, Постников строил его не для того, чтобы жить в нем, а для того, чтобы собирать культурное общество. Как бы дом культуры. Поэтому Сасово было культурным центром задолго до 1926 года. Красиво. Но нам в другую сторону. Еще одна достопримечательность. Высоко в горы вполз уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. Вдруг в то ущелье, где уж свернулся, упал с неба сокол с разбитой грудью, в крови на перьях. И дальше по тексту Горького. Но нам это не особо интересно, поэтому идем дальше. Это все еще улица Пушкина. Какой профиль. Баб Пушкина. Дошел до Стеллы Победы. Тут дождик прошел небольшой. По-моему, пора сворачивать на улицу Горького. Вот туда. Какой-то гражданин стоит. Сейчас попробую у него спросить, туда я иду или нет. Знаем. Может, интервью даст. Уважаемый, по этой улице дойду до летного училища. Здесь маршрут ходит, можно на ней. А я хочу пешком. Дождик, не дойдешь. Но все-таки в том направлении идти надо. Дойдешь.
Километров 3. А можно у вас на камеру кое-что спросить? В России. У меня даже микрофон настоящий есть. Переждал дождь на остановке, автобус не подъехал, и местный житель решил пойти со мной пешком. Иду, думаю об интервью. Боюсь его напугать своими репортажами. Поэтому не снял старое кладбище и мост через Цну. Зато взял интервью. А Цну снял потом. Злых ребят с окраины не встретили. Ну и от остановки до авиагородка идти нужно только прямо. Так что не заблудитесь. Ну все, дошел до авиагородка. Вторая конечная остановка и также железнодорожная станция. Идем изучать. Вот улица, очень похожа на пешеходную. Прямо-таки Арбат. Дома для жителей, наверное, персонала летного училища. И по этой улице иду в летное училище, куда, конечно же, меня не пустят. Ну все, дошел в училище. И забор Як-18Т. Эмблемки. Какая-то счастливая девушка. Парк возле авиагородка. 100 берез. А это смотровая площадка на Цну. Здесь будет, как обещают, пляж для курсантов, а на том берегу строят пляж для горожан. Наверное, будет замечательное место. На фоне будущего пляжа можно и закончить. Всем прекрасного дня, отличных полетов, полскороходов специально для шоу Хелен Будев. Случайный житель города Сасово любезно согласился ответить на несколько вопросов. Вы учились в летном училище? Никогда. Да. А в детстве мечтали стать летчиком? Космонавтом был. Ну а из класса, из школы кто-нибудь из ваших знакомых учился в летном училище? Нет, было дорого. Не было бензина. Самолеты не летали. Это в каких годах? В 90-х. Какой вы древний, я бы сказал, житель. Ну, хорошо. А с курсантами в городе встречались? Как вы относились к ним? Конфликты? Каждые выходные играли в футбол. В Сасове или в авиагородке? И тут, и там. Ну, а все-таки там специально по ногам били, как-то их недолюбливали или все-таки нейтрально относились? Специально не били. Ну, я вот знаю, что курсантов Актюбинского летного училища из-за формы цвета темно-темно-синего местные жители называли баклажанами. А как-нибудь называли вы курсантов Сасовского летного училища? Слуга Сасовское летное училище и гражданской авиации. Ну, как-то это прямо с пренебрежением. Ну, а если бы вы вернулись в прошлое, стали бы поступать в летное училище? Наверное, да. Но, наверное, или да? Если комиссию прошел бы, тогда бы поступил.
Некоторые сейчас говорят, что летчики это всего лишь воздушные извозчики. А вы считаете так? Не знаю, кто так говорит. То есть летчик остается привлекательной профессией? Ну, конечно. Хорошо, спасибо. Возможно, до новых встреч. До новых.